Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я по просьбе моих зрителей, даже меня просили показать, как я обрабатываю новые растения, сансевьерии особенно, которые попадают ко мне в дом. И как вы знаете, ко мне попало большое количество новых сансевьерий, 6 штук потрясающих красивых растений. Оставлю вам ссылку, при желании можете посмотреть распаковку по ссылке с этими растениями. И я покажу вам стандартный мой такой комплекс пошаговый ухода за новыми растениями, вновь прибывшими в мой дом. Посмотрим. Всем, кому интересно, присоединяйтесь ко мне и начнем. Так, первым делом, друзья, мы с вами будем доставать наши растения поочередно из горшка. Как вы знаете, их у меня 6, работы нам предстоит очень-очень много. Я буду смотреть, некоторые растения получится вынимать, вот так как, например, данную сансевьерию металлику. Некоторые горшки придется резать из-за наличия в горшках деток. Вы можете видеть достаточно крупную корневую систему, хорошо развитую, растение достаточно здоровое. Также вы можете видеть, у него несколько деток появилось, да, за время поездки. Детки, правда, ослабленные. Я так понимаю, растение думало, что оно погибнет, да, во время поездки начало выбрасывать стремительно детки. Сейчас мы с вами начнем постепенно обрабатывать и убирать весь грунт, в котором он пришел. Транспортировочный грунт, друзья, для растений не имеет никакой питательной ценности. Его используют, так как он достаточно легкий и вмещает хорошо в себе влагу. В данном случае, на самом деле, друзья, я не сталкивался с таким грунтом никогда в жизни. Это очень похоже на кокосовые чипсы. Даже не сколько кокосовое волокно, а эти чипсы очень сильно переплелись среди корневой системы, среди корней. Многие корни пробили эти чипсы, поэтому обработка предстоит достаточно большая. Вот здесь есть совсем небольшое растение, как вы можете видеть, да, совсем небольшой кусочек корневища. Благодаря тому, что растение растет с этого корневища, идет варьегатность по сорту, так сказать. Оно достаточно слабое, центр у него загнивший у данного растения, поэтому я не знаю, есть ли смысл его держать, но так как есть корневища, друзья, я думаю, мы сможем с вами, даже если останется всего один лист, его посадить. И, конечно, расти оно уже само, это растение не будет, но оно сможет нам в будущем, друзья, предоставить одну, две, даже может быть больше деток, поэтому мы его с вами оставим и будем его использовать. После того, как мы обработали все максимально мануально, так сказать, наше растение, мы понесем его в душ, и я также буду промывать теперь корневую систему. У меня есть большой куб, который я использую, чтобы не забивать, да, так сказать, душевую кабину, сточные воды эти, поэтому я использую этот куб и хорошо промываю корневую, после чего я еще раз окуну в эту воду, посмотрю, что можно сделать, и сейчас я уже буду удалять более крупные фрагменты этого кокосовых чипс данных, да, также я буду использовать пинцет по совету моих зрителей. Достаточно удобно использовать пинцет, чтобы удалить некоторые части этих чипс из корневой системы. Очень-очень тяжелая работа, друзья, очень много работы, очень много грязи было после обработки 6 растений. Я, конечно, вам покажу все на одном растении, но вы можете представить, какой масштаб работ мне пришлось осуществить. После промывки мои растения выглядят примерно вот так. Пару из них мне пришлось разделить, остальные были отдельные части корневища, то есть они не росли вместе. Растение вот это было разделено. И сейчас я буду приступать к следующему шагу. Теперь я буду брать зеленое мыло, о котором я рассказывал неоднократно на моем канале. Я буду его использовать для обработки моих растений и буду использовать также данную щетку, мягкую щетку, которой я буду продолжать чистку. Сейчас максимально я обрабатываю полностью все растения, особенно попадая в розетку растения, да, должно попадать это мыло на листву. Там мыло, помимо того, что оно прекрасно очищает, да, все загрязнения, оно также является легким инсектицидом и также в свое время служит достаточно неплохим удобрением для растений. Конечно, мои растения сейчас не нуждаются в удобрении, но опять-таки это для будущих обработок. И теперь кистью я буду проходить полностью все растения, тщательно проходя, особенно в зоне розетки, да, где могут находиться какие-либо вредители, поэтому полностью обрабатываю, не жалея, так сказать, времени. При этом работаю я аккуратно, чтобы не сломать точки роста, что тоже очень-очень важно, друзья. Поэтому вот так мы продолжаем с вами нашу работу. После того, как я промыл это калийное зеленое мыло, я его промыл, я не оставил его на растении, я обрабатываю все золой, все части, где были
какие-либо повреждения на растении. То есть малейшие повреждения я обрабатываю золой. Вы также можете использовать зеленку при желании. Все, что вам вашей душе будет угодно. Вы можете использовать зола, зеленка, а также можно использовать корицу. Любое из данных перечисленных мной ингредиентов. Под рукой у меня была зола, поэтому я использую золу. Итак, я буду обрабатывать каждое растение без исключения, да, чтобы все были здоровы. Как я уже сказал, калийное зеленое мыло я смыл после обработки. Я не стал его оставлять, то есть я полностью промыл мои растения. Да, вот так небольшими похлопывающими движениями я наношу с помощью небольшой кисточки данную золу. Вот, друзья, вы можете видеть, все мои сансевьерии обработаны, все 6 сансевьерий полностью промыты. То, что видите темное, это зола на определенных корневищах. В некоторых практически не было необходимости наносить золу. Я их подвесил очень аккуратно с помощью проволоки на вот таком сушительном аппарате, агрегате, да, чтобы все растения хорошо просохли и чтобы полностью вся влага вышла из розеток. Если мы оставим розетку с влагой внутри, растение может загнить к тому же таком состоянии. Сейчас, после того, как все мои растения абсолютно полностью просохли, это уже на следующий день, друзья, я провожу эту процедуру. Я их всех разложил, так сказать, по виду, по сорту, чтобы они все были отдельно. И теперь я буду использовать мой универсальный инсектицид акарицид. Очень важно, друзья, чтобы это был акарицид, так как самая большая проблема для сансевьерии после такой обработки это может быть небольшой клещ, красный клещ сансевьериевый, который где-либо мог спрятаться. И я аккуратно, работая в перчатке и в маске с обязательно открытым окном, наношу постепенно данный акарицид, инсектицид, в первую очередь в розетку растения. То есть главное, чтобы розетка растения была обработана. Потому что по листве мы с вами уже хорошо прошли после всех наших промываний и очисток, да, а розетка это такое место, где вредитель может находиться. Поэтому каждое растение я буду отдельно брать и отдельно обрабатывать, друзья. Вот такая вот обработка нас ожидает. После того, как я завершил нашу обработку, растения также останутся лежать здесь на просушке до следующего этапа, друзья. Друзья, это было непросто, но мы справились. Все 6 сансевьерий были разделены, обработаны мылом, были потом обработаны специальным препаратом. То есть все у нас полностью процесс завершен. Теперь нам осталось с вами их будет пересадить в хорошие горшки, чтобы им было комфортно на новом месте. И, друзья, завязываю я с покупками растений, потому что то, что мне пришлось пережить, ту уборку, которую мне пришлось пережить после этих 6 сансевьерий, это, пожалуй, самая огромная такая пересадка у меня такого плана. Именно промывка, обработка. Это не пожелаешь врагу. Спасибо, что вы были со мной. Я изнеможден, буду отдыхать. До новых встреч. С вами был Николай. Пока-пока.